Очень скоро в кинотеатрах наконец-то выходит фильм «Черная вдова». Судя по трейлерам, в этом фильме появится один из самых загадочных персонажей вселенной Marvel – Таскмастер. Он обладает необычной способностью – копировать движения и боевой стиль абсолютно любого человека. Нам пока непонятна сюжетная роль Таскмастера в киновселенной. Мы не знаем, откуда он взялся, на чьей он стороне и кто скрывается под маской. Нам даже непонятно, какого пола будет Таскмастер в фильме. Тем не менее, мы можем попробовать получить информацию о Таскмастере из комиксов. Как он связан с Мстителями, как он использует свои способности и чем он занимается в настоящий момент. С вами Зона комиксов, меня зовут Николай, и я хочу рассказать вам о Таскмастере. Погнали! Человек, которого в комиксах называют Таскмастер, иногда его еще называют Тони Мастерс, является одним из самых известных наемников во вселенной комиксов Marvel. Иногда он действует на стороне героев, но в основном он тренирует приспешников различных суперзлодеев или сам сражается с супергероями. Дело, которым занимается Таскмастер, подразумевает полную тайну личности, поэтому неудивительно, что информации о его происхождении крайне мало. Но самое интересное, что все загадки из прошлого Таскмастера напрямую связаны с его способностями. У Таскмастера врожденная способность, которую некоторые ученые называют фотографические рефлексы. Они позволяют ему повторять любые движения других людей, которые он увидел, в том числе и способности супергероев. Он может ненадолго выйти за пределы физических возможностей организма, чтобы повторить суперспособности, связанные с повышенной силой и скоростью, но это не проходит бесследно для его собственного здоровья. К сожалению, у его способности есть побочный эффект. Его воспоминания стираются, вытесняясь новыми изученными способностями. Чем больше приемов знает Таскмастер, тем меньше он помнит о своем прошлом. В итоге, происхождение Таскмастера является загадкой даже для него самого. В настоящий момент считается, что родом он из Бронкса в Нью-Йорке. В детстве он наблюдал по телевизору за выступлениями различных спортсменов и повторял их движения. Таскмастер, или Тони Мастерс, если хотите, изначально хотел стать профессиональным спортсменом, потому что он мог с точностью повторять все движения любого спортсмена в любом виде спорта. Однако он довольно быстро понял, что быть суперзлодеем намного выгоднее, и начал обучать солдат, преступников и прочих головорезов сражаться с величайшими супергероями Земли. Впервые Таскмастер появился в комиксе «Мстители» номер 195 в мае 80-го года. Мстители столкнулись с Таскмастером, когда он тренировал приспешников одного безумного ученого. Таскмастер в одиночку сражался с Железным Человеком, Капитаном Америка, Скоттом Лэнгом, Хэнком Пимом и Осой, но в итоге его одолел андроид Джокаста. Впоследствии Таскмастер неоднократно сражался как с Мстителями, так и с другими героями Marvel. Он также обучил очень много других персонажей, как злодеев, таких как Кроссбоунс, Головорез, Катрот и Гремучая Змея, Даймондбэк, так и героев, таких как Женщина-паук, Агент США и Агент X из программы Оружие X. Хотя Таскмастер и выступает в основном на стороне зла, у него нет принципиально злой позиции. Он работает с тем, кто ему больше платит, хотя некоторые бы сказали, что работа на Красного Черепа не может не подкрепляться соответствующими моральными устоями. Таскмастер участвовал в сражениях с обеих сторон и даже успел ненадолго присоединиться к Секретным Мстителям. Таскмастер никогда не снимает свою маску в виде черепа и всегда носит с собой богатый арсенал оружия, основанный на оружии, используемом Мстителями. Щит, как у Капитана Америка, лук, как у Хоукая, немагические аналоги молота Тора и эбенового меча Черного Рыцаря. Также он использует и более специфическое оружие – когти, как у Черной Пантеры, веб-шутеры Человека-паука и многое другое. Очень возможно, что у Таскмастера есть дочь, ученица Академии Мстителей Финес, обладающая такими же способностями. Она считает, что Таскмастер мог бы быть ее отцом. Таскмастер признал, что это могло бы быть правдой, но из-за постоянной потери памяти он не помнит, были ли у него когда-нибудь дети. Максимум, что мог сделать Таскмастер, пытаясь показать степень своей привязанности, это сразиться с Финес, пытаясь досконально изучить ее стиль боя. Относительно недавно в своей личной мини-серии Таскмастера обвинили в убийстве Марии Хилл и дезорганизации работы спецслужб во вселенной Marvel. Воспоминания, которые остались у Таскмастера, заставили его усомниться в том, что это действительно сделал он, и ему пришлось скрываться от властей, пытаясь доказать свою невиновность. Судя по тому, что нам показали в трейлере, можно считать, что в фильме «Черная вдова» Таскмастер будет злодеем. Или злодейкой, ведь мы же не знаем, актер какого пола играет этого персонажа. В
трейлере Таскмастер сражается с Черной Вдовой, используя в бою приемы союзников Наташи Романовой. Таскмастер кидает щит как Капитан Америка, использует лук и стрелы, скачет как Человек-паук и даже копирует боевой стиль самой Черной Вдовы. Причем нам даже показывают, как Таскмастер изучает ее приемы, просматривая видео. Можно предположить, что в фильме род деятельности Таскмастера будет перекликаться с его делами в комиксах. По-видимому, он будет обучать рекрутов вновь созданной Красной комнаты, в которой в свое время из Наташи Романовой сделали Черную Вдову. Забавно, что мы прямо как в комиксах не знаем, кто скрывается под маской Таскмастера. Как я уже говорил, мы даже не можем однозначно назвать пол актера, который его играет. Считается, что Таскмастера в фильме играет актер О.Т. Фагбенли, потому что его роль до сих пор не указана на страницах фильма в соцсетях. Но мы можем предполагать все, что угодно, и все равно не угадать, какие сюжетные ходы придумали сценаристы. Премьера фильма «Черная вдова» запланирована на 9 июля, и в нем, я уверен, мы получим ответы на все вопросы, связанные с Таскмастером. Будет ли его история основываться на комиксах, или создатели фильма решили рассказать нам абсолютно новую историю? Скоро узнаем. А на этом у меня все. Читайте комиксы, смотрите комиксы, любите комиксы. Пока!